Впервые практически неизвестную России шведскую группу «Аватар» я увидела в 2015 году на Ария-фесте. Их потрясающие песни и выступления поразили меня до глубины души. Но на фестивале было сложно понять, сколько человек пришли именно на «Аватар». А вот этот питерский концерт того времени показывает удручающую картину с горсткой людей в клубе «Опера», как выразился сам Йоханнес. Меня тогда очень огорчило, что такая невероятная группа неизвестна в нашей стране. И я начала свой агрессивный маркетинг. Все эти 3 года я постоянно рассказывала вам о группе «Аватар». Я верно держала этот плакатик на своей стене и постоянно клала их музыку фоном на свои видео, чтобы вы спрашивали, что это за классная музыка у тебя звучит. И эти старания обернулись огромным успехом. Вы постоянно постили у себя музыку группы, добились ее размещения в крупнейших рок- и метал-пабликах. Вы выкладывали фотки группы в Инстаграм и постоянно меня на них отмечали. Я знала обо всех гастрольных перемещениях «Аватар», потому что меня постоянно отмечали подписчики из Америки и Европы. И без тени сомнений мы можем смело заявить, что приезда группы в Россию добились мы с вами. Мы с вами проделали титанический труд. В отличие от российских промоутеров группы, которые за все это время создали канал «Аватар Russian Tour» с 0 подписчиков и админили сообщество ВКонтакте, которое большую часть времени называлось так, что поиск его просто не выдавал. За все это время этот паблик с трудом набрал 3000 подписчиков. Вот это промоушен. Когда в октябре стало известно, что «Аватар» едет к нам, мой директ в Инстаграме просто ломился. Подписчики были так счастливы, что не могли сдержать своих эмоций. Вы не представляете, как была счастлива я. И я не могу описать то опустошение, с которым я покидала концертный зал. Но я все-таки это сделаю, потому что точно так же, как мне присылали сообщения радости перед концертом, точно так же меня закидали своими разочарованиями после. Сидел в итоге дома до 5 утра, опустошенный, будто чувствуя, что упустил что-то очень сильно важное и волшебное. Начнем сначала. В октябре появилась радостная новость. Группа «Аватар» едет к нам со своим уникальным шоу. На их представлениях происходит действо, которое можно сравнить с театром и цирком в одном флаконе. В прошлом году вышел альбом «Аватар Кантри», и с тех пор группа катает по миру именно это шоу. Оно сопровождается потрясающими декорациями и обыгрываниями композиций, сюжетами из последних клипов шведских металлистов. Йоханнес вещает с трибуны. Король занимает свой трон. Атмосфера погружает зрителей в «Аватар Кантри». Это шоу увидел весь мир. На это шоу, помимо рекламы концертного агентства, нас приглашал лично Йоханнес. From the kingdom of Avatar Country, we send you seasonal greetings. And what the king wants for Christmas is to see you, yes you, watching this at our shows in Moscow and St. Petersburg. В Москве сначала для выступления был заявлен клуб ЗИЛ, потом его поменяли на клуб Агломерат. Надо сказать, я испытала некоторое недоумение, когда в 2019 году узнала, что многие обозлились на плохую организацию клуба, отсутствие вентиляции и очередь в гардероб. Ребята, клуб не занимается организацией концерта. Клуб – это помещение, которое организатор выбирает сам и арендует для концерта. Этот клуб для концерта выбрали организаторы. И некоторых смутил этот выбор, потому что в Агломерате хорошо проходят концерты легких групп, типа «Певицы Монеточки». Но, ребят, металл-концерт можно провести где угодно. Все зависит от добросовестного отношения организаторов и средств, которые они готовы потратить на звуковое оборудование. Обычно у каждой группы есть райдер, где описано, какая аппаратура необходима для данного шоу. Я купила самый дорогой VIP-билет. В моих планах было прийти и кайфануть по полной. Я не могла дождаться, когда своими глазами увижу невероятное шоу группы «Аватар», которое они прокатали по всей Америке и Европе. Но когда я пришла в Агломерат, меня смутила вот эта картина. Это, что? Над сценой висело красное полотно, как в местном доме офицеров, но я искренне думала, что во время концерта оно упадет, и там будут фирменные аватаровские декорации. Но все выдавала барабанная установка. Никаких намеков на шоу «Аватар» не было. Так и получилось. Группа просто вышла и просто отыграла свой гиг в костюмах. И можно было бы послушать потрясающую музыку и забить на этот факт, но все 2 часа на VIP-балконе я слушала барабанное соло. Кроме барабанов ничего не было слышно. Причем барабаны звучали не схваченные микрофонами, а громыхали на весь зал. Вокал было слышно только тогда, когда Йоханнес уходил на верхние ноты. Приходилось напрягать уши, чтобы разобрать слова. Судя по отзывам моих подписчиков, они занимались тем же самым. Я записывала видео на телефон, и благодаря тому, что он хорошо компрессирует звук, дома я наконец-то услышала, как это все должно было звучать, без этого бухания и гула в зале.
И все равно слышно, как гремят барабаны. Какой смысл тогда идти на концерт, если только на видео потом можно понять, как это все должно было звучать? Во время выступления зал было слышно не хуже, чем саму группу. Такое ощущение, что усиление просто дышало на ладан. И это вообще удивительно, что балкон, находящийся сбоку от сцены, продавали за большую цену. В чем тогда его преимущество, если ничего не слышно? Почему эту программу с отличным звуком посмотрел весь мир? И почему такое пренебрежение получила российская публика? Моя подруга из Нью-Йорка постоянно ходит на шоу «Аватар». В этот раз она собирается в Нью-Джерси на это шоу с ценой билета $35. Вы скажете: Олеся, это же Америка, такие большие города. Хорошо. Вот фото с концерта от моей подписчицы из французского города Гренобль с ценой билета $33. По количеству населения Гренобль сопоставим с Сызранью. Если вы пролистаете Инстаграм и посмотрите все отчеты, то увидите, что шоу группы «Аватар» видели все. Все, кроме Москвы и Питера. Я заплатила $50. $50, чтобы прийти и увидеть, как организаторы плевать хотели на меня и всех присутствующих. Сказать, что вечер испорчен, ничего не сказать. Испорчены 3 года стараний. Но больше всего меня возмутило какое-то рабское отношение зрителей к себе. Высказывание типа: «Ах, как жалко, что маленькая сцена, не получилось привести шоу-группы». Что значит не получилось? Вы заплатили свои деньги за обещанное шоу, а ведете себя так, что хоть музыкантов привезли, и на том спасибо. Вы что, считать не умеете? Умножьте вместимость клуба на среднюю цену билета. Да на эту сумму можно было 2 дня гулять в главклабе с повторной выплатой гонорара. И это только за концерт в Москве. За день до этого в Питере тоже был биток. На эти деньги можно было снять отличную площадку, поставить отличный звук и привести шоу группы «Аватар». Ну зачем, если публика будет рада и этому? Я бы могла вас понять с вашими благодарностями, если бы организаторы рисковали. Везли «Аватар» с вероятностью не окупить концерт, лишь бы только люди увидели любимую группу. А что же это получается, господа организаторы? Неужели вы просто взяли и воспользовались тем, что все это время люди искренне устраивали группе промоушен и сделали его куда лучше, чем вы сами за все эти годы? Этими стараниями люди сделали вам почти 100% солд-аут в 2 городах. И что, после этого они не заслуживают увидеть полноценное шоу группы «Аватар», как в других странах? В достойном зале, с достойным звуком. Мы что, чем-то хуже? Мне безумно интересно, чье это было решение оставить российскую публику без шоу? Это «Аватар» решили не вести его? Или им кто-то сказал, что для России и так сойдет? «Аватару» было лень вести шоу? Или организаторы решили сэкономить? Организатор несет ответственность за качественное предоставление услуги. Вы и я – клиент, который платит за качественное исполнение услуги, а не за то, что хоть привезли и на том спасибо. Клиента не волнует, сколько потратит исполнитель на качественные услуги. Это не его дело. Он платит за качественное исполнение услуг. Концертное агентство обещало шоу группы «Аватар», которым в итоге оказалось красное полотно и смешанный с криками толпы бубнёж из динамиков. И я могу понять тех, кто рад этому концерту. Группа выложилась на 100%, искренне радовалась выросшей российской аудитории и ее приему. Именно феерическое выступление группы скрасило эту убогую картину, особенно у тех, кто ждал группу столько лет и увидел ее впервые. Пока я ходила по балкону в поисках нормальной точки для более-менее терпимого звука, услышала кучу рассуждений зрителей о том, какая в России убогая музыкальная индустрия. А вам не кажется, что вы сами делаете все, чтобы она процветала, позволяя организаторам наживаться на себе? Пока зритель будет радоваться, что группу хотя бы привезли, жаль, что в сарае, да и не слышно ничего, и платить за это больше, чем жители Европы и Америки, ничего не изменится в этой прогнившей системе. Видимо, ребят, мы с вами все это заслуживаем, и никто не хочет ничего менять. Лично я начну с того, что больше ни копейки не отдам за мероприятие этого концертного агентства. С экономикой у них и так все в порядке, экономить они умеют. На своих зрителях. Каждый организатор должен держать в памяти, что на его концерт кто-то приходит впервые. И от того, насколько качественно будет организовано мероприятие, будет зависеть, какое впечатление о его работе сложится у клиента. Организатор должен держать в памяти, что кто-то вообще приходит на концерт впервые. Это первый в его жизни концерт. И от организатора зависит, улетит ли этот новоиспеченный зритель на крыльях счастья или навсегда разочаруется в этой музыке. Организатор должен помнить, что зритель мечтает увидеть любимую группу годами. И от него зависит, получит ли зритель свое волшебство или просидит опустошенный до 5 утра. А что думаешь о нашей концертной индустрии ты? Обязательно напиши в комменты. Конечно же, впендюрь лайк этому видео и не забудь подписаться на наш канал, будем видеться чаще. И, конечно, я напоминаю, что Брыщ выходит во многом благодаря вашей финансовой поддержке на платформе YouSupport. От меня огромная благодарность этим замечательным людям. Отдельную благодарность хочется выразить Хори за особо крупный вклад в наше дело. И не забывай, что подписка на платформе от 50 рублей до
дает тебе возможность смотреть мои ролики раньше, на несколько дней до официального выхода. Ссылочка для донатов и подписок в описании. Спасибо вам, ваша Олеська, пока!